Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из Севастополя. Сегодня я лично хочу поблагодарить всех моих любимых зрителей за горячий отклик на последние мои 2 видео, посвященных клеще на моих орхидеях. Оказалось, это злободневная тема, и никто не застрахован от этого вредителя, а он опасен тем, что его не видно невооруженным глазом. Только уже его грубые последствия, скажем так, жизнедеятельности, когда уже проявления идут на листьях, на цветах, мы видим уже поражение. Многие зрители написали полезные советы по борьбе с клещами под видео. И я даже себе сделала выписки. И сейчас я хочу вот это видео посвятить вам, рассказать об этих советах. Они мне некоторые показались это очень толковые, и которые я возьму точно в свою практику. Не всегда у каждого есть в аптечке орхолюбителя акарициды, препарат от клеща. Но вот вы увидели его признаки, обнаружили, и почему бы и нет, можно применить один из этих способов как скорую помощь, пока вам придут ваши препараты, или вы пойдете и их купите в магазине. Очень хороший комментарий был от Жанны из Беларуси. Спасибо большое, Жанне, если она меня смотрит. Она написала развернутый большой комментарий, где она еще раз, я об этом говорила, но она еще раз расставила акценты, что обрабатывать нужно не только ту орхидею, на которой вы обнаружили клещи, и те орхидеи, которые стояли рядом, но и всю коллекцию. Потому что, да, мы трогаем руками орхидеи, цветочки, просматриваем. Клещ попал на руки, мы подошли к другой орхидее, трогаем ее руками, где-то одеждой и переносим на следующую орхидею. Микроскоп помощник очень хороший, но он не всегда может увидеть, то есть вы именно не всегда можете попасть на тот участок, где будет сидеть особь одиночная или пару яиц. То есть элементарно можно просмотреть клещей. И яйца клещей очень живучие, легко они переносятся и переносят морозы в коре деревьев, на холодных подоконниках и могут быть живыми до 5 лет. Даже если препарат уничтожает все стадии вредителя, а это яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь, и кто разрабатывает, да, и продает, продавец данного препарата заверяет нас об этом, то это не факт, что все яйца будут уничтожены. Дальше пишут, что однократная обработка избавит вас от вредителя навсегда. Это неправда, заблуждение. Обработка однократная не избавит вас от клеща. Затем следующий комментарий был от Алиночки, мисс Мортон, знаете, ее канал замечательный. В видео я сказала, что видела многих блогеров, которые перед обработкой промывают горячим душем клещей. И я сказала, что не буду этого делать, потому что могу, по моей умозаключению, что я смываю часть клещей в грунт, загоняю в грунт, они остаются живыми и благополучно потом вылазят на орхидею.
Как вариант, горячий душ можно использовать, наклонив орхидею под уклоном и тогда смывать. Если особенно вы заметили на верхних листах клеща, тогда как вариант я это принимаю. А так, вот и Алина меня поддержала, что она перед обработкой орхидеи не душевала. Очень хорошие советы дала Клара из Португалии. Клара, добрый день. Моя новая подписчица, очень активная. И она написала следующее. Если есть клещ на цветах, то обрезайте цветонос, не жалея цветы. Потому что клещ запрячется в губу, глубоко под складки цветочка. И мы даже микроскопом не можем его увидеть, заметить. Дезинфекция рук после каждой орхидеи. Для клеща очень хорошо, когда климат жаркий, сухой воздух, необходимо проветривать помещение. Ну, это понятно. Особенно сейчас, почему клещ начал размножаться, потому что у меня рядом, вот они прям стоят на подоконнике, а рядом идет сухой воздух от батареи поднимается. И ему там, конечно, вольготненько. Также она, вот сейчас следующие мои будут дальше советы по профилактике клещей народными способами, зрители написали. И вот она для профилактики довольно-таки хорошим способ. Я взяла это на вооружение. Перекись водорода. Перекись водорода на литр воды берем 4 столовые ложки. Она опрыскивает свои орхидеи 2 раза в месяц, а также поливает этим раствором для дезинфекции всех новых орхидей и не только опрыскивает, но и поливает. Такой способ. Дальше зрители посоветовали опрыскать с чесноком. Но это такой, знаете, способ. Это должна быть доза чеснока такая, что, как говорится, запах, стойкий. И потому что, чтобы попасть на этого клеща целенаправленно, чтобы он его прожег как-то, не знаю. Мне кажется, он только отпугнет этот запах, возможно. Но вот чтобы прям вот борьбы не вижу пока. Дельцит. Дельцит для обработки животных от клеща. Это уже есть видео у блогеров. Помогает. Но вот Любовь, был комментарий от Любовь, что этот препарат слабенький для большой популяции. Вот ее мнение. Еще совет был от Елены из Симферополя. Елена написала рецепт на спирту для протирания. Она протирает всю коллекцию через пару поливов спиртом на лимоне. То есть лимон настойку делает. Она, правда, пропорции не написала, но она берет питьевой спирт. Я вот, кстати, в аптеке не нашла питьевой спирт. Мне сказали, что не выпускают. Но, возможно, где-то кто-то может купить этот спирт. Напишите, кстати, пожалуйста, где можно его приобрести. Добавляет пол лимона протертого и аптечный сок алоэ. И этим протирает листочки. Затем предложила мне подписчица использовать дихлофос без запаха. Ну, только вот и он ей помог. Ну, дихлофос, понятно, это отравляющее вещество. Надо быть аккуратным. Она ставит орхидею в мусорный пакет, куда-то в закрытое помещение, на балкон, закрывает плотно и оставляет. Но, я так понимаю, это дохнут уже особи взрослые.
личинки, там, нимфы под вопросом. Но яйца, я так понимаю, дихлофосом не уничтожишь. Дихлофос, конечно же, не наносится на орхидею. Дихлофосом орошаются стенки пакета. А вот пары дихлофоса уничтожают клещи. Но я также вот подчеркиваю, что, скорее всего, взрослые особи. Затем, вот еще видела недавно вышел видеоролик у Елены из жизни орхидеи, где она применяет серу 400 на орхидеях от клеща. Но я прочитала, и у нее есть там комментарии тоже, что пары серы вредны для животных и человека. То есть применяет серу, как правило, на открытых участках для борьбы в садах с вредителями. В основном это как фунгицид. От парши, от вот серой, вот, ну, вот, от росы мучнистой, на виноградниках, на яблонях, грушах. Раздражает она при попадании глаза, дыхательные пути, вплоть до бронхоспазма и повреждения роговицы. То есть с этим препаратом надо быть осторожной. И при моей коллекции это, конечно, я не буду его применять, а вы смотрите сами. Вот безопасность, если у вас одна дверь орхидеи и есть закрытое место, балкон, где можно плотно закрыть, обработать и выйти на день-два, то смотрите сами. Еще мне интересный комментарий попался на заметку. Я его взяла, так подчеркиваю, вам на заметку. То есть все эти комментарии, понятно, вы сейчас прослушаете, возьмете на заметку. Это не призыв к действию. Вот, я все-таки доверяю более-менее промышленным препаратам. Вот хорошие результаты, отзывы от японских препаратов, поэтому я их взяла и ими обрабатываю. Сейчас я вам говорю, которые вот народные способы. Но вот есть и на заметку я взяла. Это подселяют, размножают хищные клещи. Так называемые энтомофаги. Энтомофаги. Это хищники, которые поедают клещей, вот этих вот вредителей, и потом сами гибнут, потому что этой пищи уже нет. Вот такая схема. Применять в теплицах, ну, больших предприятиях. Как бы мы с мамой поговорили, я этот способ, и побоялись применять у нас дома, среди вот дома, в домашних условиях, где мы живем, дышим, еще заселять еще как клещей. Но вот как на заметку, имейте в виду, что такой способ существует, его применяют. Энтомофаги размножаются, и жизнедеятельность нужна, влажность не менее 40% и температура до 23 градусов. Еще есть, ну, спирты, я уже вам говорила, разные. Сейчас спирт есть технические, которые можно использовать. Салициловый спирт, та же, который я использую с помощью орошения или протирать. Он быстро испаряется. Изопропиловый спирт, вот Марина и Кубай из Симферополя, к сожалению, обнаружила в своей коллекции на орхидеи клеща. И вот для обработки стеллажей, ну, различных поверхностей, горшков, вот, и саму орхидею она пропшикала вот изопропиловым спиртом 99,7%. Он идет технически для обработки микротехники, различных вот тоже там поверхностей, инструментария медицинского. Вот. Есть он на Валберес, там в зависимости, какой вам нужен объем, от 100 мл и выше до канистр. Ну вот, как вариант, тоже можно использовать.
Вот такую информацию я вам сегодня рассказала. Еще раз подчеркиваю, на заметку. Вы прослушали, сделали выводы, применять, не применять. Я продолжаю обрабатывать сейчас первым препаратом. Коллекция большая, и я частями, потому что это очень трудоемкий процесс. Каждую орхидею я просматриваю под микроскопом. Естественно, все особое внимание уделяете цветоносам, чешуйкам на цветоносах, потому что они вот именно первым захватывают вот эти вот места, где почки и для потомства своего дальнейшего. И потом уже идет листья и стволы. Так, слава богу, массового поражения я не увидела. По соседству, вот говорю, орхидеи, которые стояли где-то по пару яиц, по несколько яиц я обнаружила, которые вот я убрала. Яйца снимаются, кстати, не так прям вот легко ватным диском. Вот надо вот с нажатием. Вот я все время контролирую потом микроскопом, сняла яйцо или нет. Ну вот советую вам купить микроскоп, потому что для контроля и так вот только поражение вы глазами не увидите. Бог нам помощь. Что еще можно сказать? Желаю вам здоровых орхидей без вредителей. И в конце видео я вам немножко покажу красоты. Покажу одну полочку, чтобы не заканчивать на грустном, а заканчивать на оптимистичном. Первая красавица Алюра Милагро. Я вам сейчас покажу полочку, где у меня подростки. Второе цветение у них в жизни. Они у меня еще молодые орхидейки. То есть это уже вот орхидейка такого уже размерчика. Но я их еще считаю молоденькими. Это азиатские орхидеи, которые я получала уже позапрошлом, да, в том году, да, в 24-м, летом, весной, вот, а какие-то и в 23-м декабре. И вот эти красоточки я вам показываю. Посмотрите, какой лепесток у одной орхидеи смутировал. Вот такая красота. Ура, ура! Вот, Тайсука Анна, бабочка. Чудо случилось, и вторая орхидейка у меня процвела бабочкой. Первая стандартом я вам рассказывала. А это красоточка бабочка. Начал распуск мой пилорик розовый, незнакомец, который я случайно купила в цветочном ларьке. Распустился новый цветонос, почти вот бутончик остался у Пинк Ягуара. А так вот, смотрите, сколько он доращивает. Еще там цветоносик у него. Это гибрид Секвестрис. Красавица Радуга цветет. И здесь уже полный распуск Чемпион Лайтинг. Вот она, бабочка. Дикий кот мамин расцвел. Здесь у меня принцесса белая цветет, красавица. Там уже вот пару цветоносов. Это Хатоюки белая. Принцесса Белла 06116. Радужный единорог. И вот бутончик все зреет. Это психопсис марипоза. И вот на этой полочке не подростки, уже взрослые красавицы. Посмотрите, какой яркий желтый цвет, шикарный. Сейчас дужку лампой отодвину. Вот.
Это сладкая девочка от Мики. И рядом Чия Йенлин с шикарной варигатной листвой. И вот новый цветоносик. И вот дорастила вот такой очаровательный ароматный цветочек. Орхидея Гигабель. Это гибрид гигантеи с белиной. Вот такие у нее листья красивые, сизые. И на этой красоте я буду с вами прощаться. Спасибо большое за внимание. Берегите себя, своих близких, своих орхидей. Здоровья вам и вашим растениям. До новых встреч, до новых видео.